Друзья, всех приветствую! Сегодня поговорим о динамических наушниках от компании SIMGOD. Да, они буквально выпускают новинку за новинкой, только недавно я обозревал SIMGOD EV100, как тут же появились EV200, о которых мы сегодня поговорим. Приходят они в такой очень привлекательной коробке, небольшого размера. На лицевой части имеется надпись Mace EV200, High Performance и логотип HiRes Audio. Ну конечно, куда же без него. Ну а сзади, как всегда, указаны технические характеристики этих наушников. За звук здесь отвечает динамический драйвер 10 мм с диафрагмой SCP, а чувствительность наушников составляет 126 дБ. И они получили 16 Ом импеданс. На раскачку они довольно легкие. Ну и здесь также имеется графика ЧХ от производителя. Теперь давайте рассмотрим комплектацию подробнее. Ну и первое, что здесь нас встречает в этой черной коробочке, это собственно сами наушники, которые здесь так надежно были зафиксированы. И выглядят они достаточно привлекательно. Они легкие и изготовлены из алюминиевого сплава. Но будьте готовы постоянно протирать их, так как они буквально собирают все вот эти отпечатки от ваших пальцев. На лицевой части здесь имеется у них логотип SIMGOD. И здесь также установлен утопленный в корпус разъем 2 пин. За это спасибо. Рядом с которым находится вот это первое акустическое отверстие. А второе расположено вот здесь, на внешней части наушника. Рядом вот с этим соплом, под которым находится вот такая сеточка. И здесь также имеется маркировка правого и левого наушника соответственно, с надписью EV200. В ушах сидят наушники достаточно уверенно, обеспечивают хорошую звукоизоляцию и не вызывают дискомфорта при длительном прослушивании. То есть в целом здесь все в полном порядке. Ну а здесь находится вот такой мануал. То есть бумажная инструкция по подключению кабеля. И все в таком духе. На двух языках. И собственно вот такой медный двухжильный кабель. Посеребряный, кстати. С разъемами 2 пин. И удобными, достаточно заушенными. И коннектором 3,5 мм джек. Мне кабель понравился. Достаточно гибкий, почти не путается. И можно оставить его, как сделал я. Либо поменять на какой-то другой, если вам это, конечно, необходимо. Но во второй коробочке меньшего размера находится вот такой комплект стандартных силиконовых амбушюр. И вот такой довольно неплохой мешочек. Туда можно положить наушники, кабель. В принципе, он небольшого размера, но достаточно хорош для использования. Ну а теперь, друзья, давайте поговорим о звучании этих наушников SIMGOD EV200. Вот так выглядит их графика ЧХ, и на мой взгляд он довольно хорош. Здесь есть и умеренное количество баса, и очень плавный заход на средний диапазон. Да и переход на верхнюю середину такой достаточно аккуратный, и на удивление здесь довольно такое небольшое подчеркивание высоких частот. С довольно хорошим, кстати, расширением. Ну, начнем разбор с низких частот. Как обычно, саббасовая область в этих наушниках довольно хорошая и имеет неплохой объем и вес. А мидбас же ощущается немного смягченным и тонально теплым. Но при этом стоит сказать, что у него есть бодрый панч и хорошая подчеркнутая атака. И мне нравится то, как он плавно перетекает в средний диапазон. Поэтому к его контролю особо никаких вопросов не возникает. Ну а касаемо передачи эффектов дисторшена и сатурации баса, то динамический излучатель в EV200 передает все это достаточно четко и прозрачно. Ну а средний диапазон действительно прекрасен, он довольно ровный и правильно сформированный, и тонально более холодный. Здесь присутствует и хорошее количество воздуха для разделения вокальной части от инструментов, и в меру аналитическая такая прозрачность звучания.
А сам вокал не ощущается как-то расслабленно или размыто, наоборот же. Он очень хорошо сфокусирован в достаточно таком широком пространстве и звучит насыщенно и детализированно. И меня радует, что нет никакой у него излишней крикливости. А верхняя серединка здесь аккуратно, совсем слегка она подчеркнута. И если сравнить их с EA500, то они более нейтральны, поэтому мне даже в этом плане они понравились куда больше, потому что ударные, что женский вокал звучат сдержанно и не становятся кричащими. В итоге мы имеем такое хорошее достаточно насыщение вокальной части за счет аккуратного усиления этой области и ощутимую воздушность для разделения драм-партии. Ну а высокие частоты в Simgot EV200 достаточно аккуратные, детальные и имеют слегка такие подчеркнутые и выдвинутые тарелочки с перкуссией и хороший подъем на краях диапазона для большей воздушности звучания. Но что меня порадовало, так это то, что эта модель по-прежнему сохраняет, как и старшая модель EA500, отличную техничность и очень хорошее разрешение и проработку тарелок, не потеряв при этом свой такой музыкальный особенный шарм. Да и определенно стоит сказать, что они практически лишены всех симбилянтов и извлекают достаточно хорошее количество деталей. Поэтому вам не придется пользоваться какими-то дополнительными фильтрами, чтобы немного задавить этот диапазон. Ну а что касаемо сцены и стереопанорамы, Simgot EV200 строит такую довольно хорошую, в меру широкую звуковую сцену, но, конечно, не выходящую из вашей головы. И при этом все инструменты хорошо разделяются на расстоянии друг от друга, да и их образы рисуются довольно точно и понятно. Поэтому с определением их местоположения проблем не возникает. Ну а вывод по данной модели наушников у меня получился таков. Simgot EV200 получились отличными, техничными, атакующими и достаточно скоростными наушниками с Harman настройкой для любителей, которые подойдут для большинства музыкальных жанров, в том числе и для тяжелого металла, оркестровой, акустической, танцевальной, да и хип-хоп музыки. Ссылка на покупку наушников находится в описании в закрепленном комментарии под видео. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить лайки. С вами, как всегда, был IC Genius. Спасибо всем за просмотр. Всем удачи и пока.